вы знаете, мяч крутился и неплохо крутился, особенно справа. Самое интересное, Сергей, твил контроль. Ну, Да, сколько? да. Ты вращал, я подставляю, все летит на стол. Ну и какие-то насекомые у нас тут. Это не... Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. И сегодня в такое непростое время, как говорится, карантиновское время, долгожданный обзор для фанатов игры шипами Uranus Pro. Да, в одном из неснятых фильмов карантина, можно так назвать этот ролик, я скажу даже нашим зрителям, что мы в масках, которые закрывают, ну просто это уже современные невидимые маски. Короткие шипы, Сергей. Вот на что похоже на этикетке вот этот рисуночек? Ну, вы знаете, я думаю, и зрители со мной согласятся, что это похоже на Уранус. А для меня это все-таки похоже на шип. Да, на один шип. Ну, может быть, конечно, он голубого цвета, голубой шип, ну такое, да, недвусмысленно. Да. Но на самом деле это короткий шип, и он имеет другие насечки, нежели показано на рисунке. То есть он хорошо цепляет. Я играл и играю этими шипами 4 месяца. И могу уже рассказать определенные тонкости, секреты в каждом из элементов. В подрезке, в блоке, в накате, в топ-спине, потому что какие-то углы открылись для меня. И скажу, что очень, очень хорошее, можно сказать, изобретение от фирмы Milky Way. Можно ли сказать, что вы живете уже 4 месяца с Уранусом? Можно и так, Uranus Pro. С двух сторон. Черная версия это medium и красная это soft на моей ракетке. Софтом я играю слева. Черной версией Medium справа. Основание, одно из моих любимых, это High Techno Cypress Carbon от доктора Нибауэра. Вот. Ну, просто на нем я хорошо чувствую шипы, я так поясняю зрителям, почему. Бывает и на других играю, но здесь я определенные нюансы смогу рассказать. Ну что, начнем с подрезки, и уже здесь вас ждут определенные сюрпризы. Смотрим. В свою очередь хочу отметить, что такое неплохое вращение, во-первых, придается этими шипами, и такой звук, как вы сами видите, звук такой, знаете, как от хурикана, такой чик, подрезка получается. Ну и в короткую игру очень даже неплохо удавалось так иногда, оп, и у короты я-то уже стою. Именно, Сергей, очень хорошая короткая игра. Потому что все-таки сцеп у них есть, да, можно пропилить, ну, конечно, не как хурикан, это не перебарщивать, да, то есть, конечно, они цепляют, можно дать низ, но ключевым является из-за того, что по сравнению с сладкими накладками они цепляют меньше, можно укоротить мяч, и там останется сопернику короткий мяч плоский. И которым сложно что-либо предпринять. Ну, если оставишь коротко завыситься, скорее всего, отдаст вам под атаку, под начало, которое мы покажем через какое-то время. Также отмечу, что очень удобно играть по восходящему мячу. Почему короткая игра? Мяч только взлетает, и сразу по восходящему можно оставить или толкнуть, можно и плоско, можно и пропилить. То есть очень хороший контроль, хорошо управляемый, соответственно, вам не страшны будут короткие подачи, ну, конечно, при должной тренировке, не просто поставите шипы и сразу все. Вот. И можно разбрасывать, ставя соперников в тупик, то ли плоско, то ли чуть-чуть пропилив мяч, где потом входить в контратаку. Ну, контратака чем? Это, безусловно, накат. И сейчас мы поиграем накат. Ну и посмотрим, каково оно жить с Уранусом. Какие нюансы техники игры в накат этими короткими шипами? Ну, прежде всего отмечу скорость. Шипы быстрые, но скорость, как можно сказать, не запредельная. Например, если такой там... смуха. Что за скорость? Скорость, ну если сравнивать, допустим, с Вараном там, или с Ясака ПО, которым играет Фальк. И Варан, и Ясака ПО однозначно быстрее, чем Uranus Pro. Но что лучше у Урануса, Сергей, это контроль. То есть эти шипы гораздо контрольнее. И не потому, что скорость меньше, значит контрольнее. Совершенно нет. Каким-то образом разработчикам удалось повысить намного контроль
Мне показалось, Максим, что вам все-таки комфортнее играть ближе к столу этими шипами. Так ли это? Да, действительно, разработчики, фирма Inhe сделала такие насечки здесь, но определенным видом. Понятно, что чем там короткие шипы отличаются. Расстоянием, различными видами насечек и так далее. Так вот здесь сделали таким образом насечки, что по восходящему мячу, когда мяч только взлетает, как и мы упоминали в подрезке, так и в накате, ну просто невероятный контроль. Ну я даже, если в процентах там типа 90-95, можно так даже сказать. Но ошибиться очень сложно. Безусловно, когда мяч взлетает в верхней точке, и я выполнял удары там справа-слева, тут требуется определенная техника, направление руки вперед, вот, но сам контроль именно вот по восходящему мячу очень хороший. Ну и какие-то насекомые у нас тут. Это не... Мне интересна разница между медиум и софтом, да. Ну, банальный ответ, то, что софт мягче. И что интересно, вот софт налево, из-за вот этой мягкости очень удобно выполнять вот это короткое, можно сказать, плоское движение, плоский удар, потому что идет такой выстрел. И, естественно, удобно подставлять. Вот сейчас я буду подставлять справа-слева, Сергей будет вращать. Здесь, сразу скажу, тоже очень комфортно, тоже будет со стола. И по технике это будет как накат, только чуть короче. Понятно, если будет время, можно сразу надавить. И это. Я еще обратил внимание, что иногда прилетали разные мячи. С чем это связано? Действительно, удавалось, если удобный мяч, можно продавить вперед, и мяч будет плоский. И можно легонько подкрутить, все-таки сцеп у них есть, и мяч уже летит с вращением. Поэтому ты даже здесь ошибался, и в сетку у тебя, и за стол летело. Как раз вот этот маленький нюанс, чем хорошо при игре этими шипами, позволяет выиграть позицию и осложнить жизнь нападающему, или комбинационному игроку. Ну давай уже блок. Попробуем блоками усложнить жизнь. Да, блок. Вы знаете, мне понравилась вот эта короткая техника, особенно справа, так впечатляет контроль, скорость, и даже иногда показалось, что вы пытались немножечко можно и перекрутить шипами, как будто бы. Да, самое интересное, Сергей, твил контроль. Сколько? Да. Ты вращал, я подставляю, все летит на стол. И мне уже хотелось раз дать тебе наискось, чтобы ты побежал. Опа, так легко дал тебе по прямой, и ты даже не дернулся. Вот. Что сказать еще за контр-игру? Я вот хотел сказать, потому что блоки блоками, блоки классно, что там говорить, еще, несмотря на то, что основание в плюс. Контр-игра, безусловно, нужна техника, и я бы советовал здесь, что можно, по сути, блок вот со стола коротким надавить. Сразу меняется ритм, скорость, потом можно чуть пассивно или переводом сыграть. Из-за такого контроля очень удобно. Конечно же, когда топ-спин мяч взлетает в верхней точке, нужна техника, надо хлесткий удар, направлять вперед или сверху. Тут хорошо, если же все-таки соперник не топсит, Сергей. Это интересно. И что же делать? Да, что же делать, если соперник подрезает? Итак, сначала по подрезке этими шипами справа-слева смотрим. Вы знаете, мяч крутился и неплохо крутился, особенно справа. Такой практически завесной топс получался. Зависит, конечно, от техники, Сергей, но действительно сцеп у этих шипов такой, что можно сделать топ-спин справа-слева. И, моя техника, я справа в основном так накручиваю, да, плоская не бью, но ими можно и плоско бить. Слева же вначале я накручивал, потом перешел на плоский удар, тоже очень комфортно. Чуть открыли ракетку, расслабленной рукой вперед. И этим можно путать соперника, Сергей. Накрутил, ударил, пока там соперник разберется, да, что ты сделал, там будет сложно ему контратаковать, но если подставил, то сразу можно будет надавить. Кстати, насчет того, что надавить, очень важно
когда вы начали по подрезке, если вы играете со стола, то сделать вот такой шажочек вперед, чтобы сыграть по восходящему, где, как я уже говорил, хороший контроль. То есть, видите, даже в начале по подрезке есть определенная такая стратегия. Потому что если вы начали, остались, то там уже чуть другая техника. Уже надо руку вперед, иметь небольшой замах, ну и так далее и тому подобное. Я забыл первый вопрос. Правда ли, Максим, что вы участвовали в разработке этих шипов? Ну, вообще, как, Сергей, разрабатываются шипы? Вот изобретаются новые шипы, и иногда разработчик дает различным игрокам 4-5 версий, и потом собирает отзывы, ну, какая версия им больше понравилась. Вот. И действительно, мне выделили 4 накладки, я потестировал и написал свой отзыв, сказал, что мне понравилась эта, другая, так что вот так вот было. Они вошли в финальную версию? Ты знаешь, Сергей, те накладки, что рекомендовал, не похожи на те, что выпустили. То есть никакого отношения вы не имеете? Ну почему же? Ну, на самом деле я считаю, что выпустили лучше. Ты знаешь, вот выпустили лучше, потому что вот этот контроль, потому что я выбрал более такое агрессивное, что там шпуляло, все, а вот этот контроль, он просто, как говорится, Ну, получается, лучше. что какой? Получается стиль хиживеня? Со стола все быстро, с полулета? Можно, ты знаешь, вот быстрая подача, и потом все, что летит, ты можешь с полулета, не оставив с полулета, чем хорошо, Сергей, тем, что мало времени подумать соперник, надо уже сразу играть, а мячи все-таки, ну, от шипов порой немножечко отличаются, разные, то нырнул, то подскочил, и действительно очень удобно. Ну, можно... А как же знаменитая игра «Все начинать», все слева, справа, бить? Ну, начало-то есть. Можно подать короткую, тебе срезали, и начинай, бей. И начало есть по подрезке, и, соответственно, можно этими шипами... Я просто акцентирую внимание на игре со стола, потому что мне она импонирует, нравится, сам пытаюсь так играть. Но на самом деле, конечно, можно и в шахе от стола бить по всему, что выше сетки, если позволяет техника, позволяет техника, здоровье, то почему бы и да. Ну что, я думаю, интересная получилась накладка. И будем теперь собирать отзывы у любителей настольного тенниса. Еще я отмечу, Сергей, что почему вот мне понравилось, все-таки есть масса видов шипов, вот в последнее время я пристрастился к этим шипам, потому что благодаря такому контролю можно ну, играть как в шахматы, то есть хочешь переведи, подтяни соперника, сыграй в точку локтя, надави, ну, меняй ритм, потому что контроль хороший, ты можешь заниматься именно такими вещами, не думая там об углах, не думая о какой-то там супертехнике, вот довольно интересно. Тебе тоже, кстати, советую. Ну что ж, я попробую. Ну что, до новых встреч, уважаемые любители настольного тенниса, играйте в теннис, тестируйте, выигрывайте. Успехов! До новых встреч. Если вас интересуют защитные свойства этих двух накладок, посмотрите другой наш обзор, выпущенный ранее. Ссылку на него вы можете найти под этим видео. Также добавлю, что у нас в магазине эта накладка есть в толщинах 1,5 мм, 1,8 мм, 2 мм и 2,15 мм.